Для пирога я беру 2 яйца комнатной температуры. Все остальные ингредиенты также должны быть не холодными. К яйцам добавляю 70 граммов сахара, хорошую щепотку соли для баланса вкуса и правильной консистенции. А также для замечательного аппетитного аромата я добавляю чайную ложку ванильного сахара. Ингредиенты я перемешаю просто при помощи венчика, чтобы соль и сахар растворились. И чтобы эта яичная масса стала слегка пышной. Затем в этот гоголь-моголь добавим 120 граммов сметаны или белого йогурта и 30 граммов сливочного масла. Масло нужно растопить. И снова все перемешиваем. Пахнет потрясающе. Дальше мы добавим 160 граммов муки. А вместе с мукой добавим 2 чайных ложки разрыхлителя. Чтобы пирог был воздушнее, муку с разрыхлителем просеем через сито. Ну и, конечно, опять перемешаем. Тесто у нас получается такое вот гладкое, ароматное и шелковистое. Тесто пока убираем в сторонку, пусть отдохнет, а клейковина в нем работает. А я пока займусь яблоками. Беру 3 яблока, точный вес 420 граммов. Можно взять больше, меньше. Яблоки у меня кисло-сладкие. И чем они ароматнее, тем вкуснее будет пирог. Яблоки я нарезаю кубиками. Можно также порезать дольками. Сделайте так, как вам больше нравится. Душистые яблочные кубики высыпаем в тесто. И просто перемешиваем. Ах, какая красота! Выпекать пирог мы будем без духовки на сковороде. Подготовить ее очень просто. Можно смазать сливочным маслом и слегка посыпать мукой или манкой. Но если в сковороде не очень толстое дно, вы в ней не уверены, что тесто не прилипнет и не подгорит, просто застелите бумагу для выпечки. Перекладываем сюда тесто. И распределяем так, чтобы яблочное тесто лежало равномерно. И накроем сковороду крышкой. По поводу крышки отдельный момент. Будет хорошо, если в ней есть боковые отверстия или верхние отверстия, чтобы в дальнейшем конденсат выходил со сковороды. Сковороду ставим на минимальный огонь. При этом, если у вас плита газовая, я рекомендую использовать рассекатель. Смотрите, через 35 минут пирог в принципе уже готов. Правда, время запекания у нас может отличаться в зависимости от плиты и от сковороды. У меня сковорода диаметром 26 сантиметров. Как я уже сказала, пирог готов. Вот он весь такой уже плотный, пышный, пористый. Ну, по желанию мы можем его еще перевернуть на другую сторону и зарумянить. С пирога снимаем бумагу. Пирог выкладываем на сковороду. Продолжаем готовить пирог на сковороде, пока низ не зарумянится. Накрывать крышкой пирог уже не нужно. Еще 5 минут и все готово. Видите, какой он получается? Красивый, пористый, очень вкусный, с таким аппетитным яблочно-сливочно-ванильным ароматом.
Я надеюсь, что этот простой пирог подарит вам минуты наслаждения. А также рекомендую подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, радости и мирного неба. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующем вкусном видео.